Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Если каждый месяц откладывать по 10% своего дохода, то уже через год вы увидите, как мало денег вы накопили. Наша любимая тема – рваные джинсы. Самые модные. Моднее уже некуда. А в нашей сегодняшней работе будем обыгрывать самые интересные места. Карманы, отделочные строчки, шлевки, молнии, нашивки. Джинсы – это наше все. Конечно, размеры деталей вы можете взять любые. Но я посмотрела на размер карманов и поняла, что квадрат 15 на 15 сантиметров меня вполне устраивает. Но детали будем выкраивать чуть больше, добавим припуски на швы. Кроме задних карманов, в джинсах есть еще и другие интересные элементы. Будем выкраивать детали того размера, какие получатся. Естественно, нам не нужны утолщения, поэтому мы спокойно отрежем все лишние ткани. Обратите внимание, на поясе оставляю только верхний красивый шов, остальное убираем. Шлевки аккуратно срезаем распарывателем. При этом желательно не повредить отделочные строчки. Сделаем пару деталей с красивым боковым швом. Толстые внутренние швы можно аккуратно срезать. Даже небольшие кусочки ткани тоже будем использовать. Джинсы были тонкие, стрейч, да еще за время эксплуатации они немного растянулись. Надо укрепить эту ткань. Воспользуемся клеевым флизелином. Для этой джинсовой ткани прекрасно подойдет самый простой, недорогой. Клеится он сухим утюгом. Накладываем его клеящей стороной к изнанке ткани. Недавно в комментариях спросили, как определить, какая сторона с клеем. Смотрите сами. С лицевой стороны флизелин гладкий, а клей нанесен в виде небольших капелек. Их видно, они блестят. Или сторона с клеем может быть немного шершавой. Мы специально срезали внутренние швы, чтобы флизелин лучше приварился. Ставим утюг и держим несколько секунд. Потом аккуратно его переставляем. Дожидаемся остывания ткани, и только после этого деталь можно двигать. Просматриваем все полученные заготовки. Некоторые уже хорошего, большого размера, а другие надо еще увеличить. В этой детали с передним карманом я на флизелин приварила полоску ткани, потом кусок джинсов с поясом, карманом и шлевкой. Здесь надо сделать строчку по верхнему краю бывшего пояса, потом зашить карман и увеличить еще размер детали, пришить сбоку полоску. Так мы просматриваем все заготовки. Конечно, все швы толстые. Шьем не торопясь. Цвет ниток возьмем нейтральный серый, чтобы он не выделялся на фоне светлой джинсы. Размер увеличиваем, постепенно наращиваем полосками. Полоску пришили, отогнули, проложили еще одну закрепляющую отделочную строчку. Из маленьких кусочков детали лучше собирать на основе, том же самом клеевом флизелине. Хочется все края сделать закрытыми. Так изделие выглядит более опрятным. Все заготовки получились очень интересными. А сейчас немного поработаем с остальными деталями. У нас есть нашивки. Можно несколько штук нашить на один квадратик. Металлическая молния тоже может стать элементом декора, особенно если она сломанная. Зафиксируем ее на ткани булавочками, а потом аккуратно пришьем
на швейной машинке. Шлёвки тоже дают простор для творчества. Из них можно сложить разные фигуры. Решетка или квадрат, или выложить в виде змейки. Шлёвки можно пришить на руках или на швейной машинке. Смотрите сами, как вам будет удобней. Вариантов может быть очень много, как подскажет вам ваша фантазия. Думаю, что когда вы начнете разбирать джинсы, сами придумайте, ведь можно еще поиграть, поэкспериментировать с цветом ткани. Все заготовки разложим в том порядке, который нам больше нравится. Конечно, надо все детали обязательно выровнять, а уже после этого приступать к сборке. Собирать будем моим любимым способом – гирляндой, вертикальными рядами. Сначала соединим вместе детали первой и второй колонки, потом к ним присоединим третью колонку. Каждый шов отстрачиваем с лицевой стороны. Смотрите, все полотно держится на нитках, соединительных швах. Остается только прошить его по горизонтали. И готова красота. Девочки, я даю вам идею. А у вас все получится гораздо лучше, интересней и красивей. Ведь я весь дизайн придумываю из головы, на ходу. А вы уже сами, спокойно, не торопясь, подберете все нужные материалы, цвета и оттенки. Для обратной стороны декоративной подушки решила взять просто кусок ткани. Остался от предыдущих проектов. Для того, чтобы вшить молнию, сначала подогнем на 4 сантиметра один край ткани. Можно его обработать зигзагом. Потом к нему приложим край молнии и прошьем на швейной машинке. Также пришьем полоску ткани и к нижнему краю молнии. Ничего сложного в этом нет. Такой способ я показывала раньше. Теперь сложим эти детали вместе лицевыми сторонами. Зафиксируем и проложим строчку по периметру. Можно сразу же обработать срезы. Остается только вывернуть нашу готовую, красивую, джинсовую, декоративную наволочку на подушку. Получилось довольно-таки интересно. Фантазия на джинсовую тему. Конечно, воплощение этой идеи у каждого мастера может быть свое, а кармашки могут быть не только декоративными, но и функциональными. В них можно хранить нужные мелочи: пульт от телевизора, шоколадку, заначку. Главное не забыть и не упасть на подушку с размаха всем телом и ничего не сломать. Кстати, обратите внимание, как меняется цвет ткани при разном освещении. Эти джинсы вообще-то были голубого цвета. Ну что, мои хорошие, как только порвутся очередные джинсы, будем творить прекрасное. А вы подписывайтесь на все мои каналы, заходите почаще. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!